Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса «Мишка. Любовь». Будем вязать с вами вот такого вот мишку, высота которого 25 сантиметров. Нижние лапки, туловище и голова вяжутся одной деталью. Верхние лапки, хвостик и ушки ввязываются по ходу вязания. Сердечко и рюкзачок вяжется отдельно, его фиксировать можно вот так вот спереди, либо же на спинке, как и полагается рюкзачку. В этом рюкзачке есть любовная записочка. Что в ней написано, я показываю в Z-обзоре, там, где я рассказываю более подробно об этом мишке. Ссылочку я оставлю здесь и в описании под этим видео. Если интересно, пройдите и посмотрите. Оно очень коротенькое, это видео. Итак, давайте я вам расскажу подробно, что нам понадобится для вязания такого малыша. Нам понадобится плюшевая пряжа двух цветов. Основной цвет мишки белый под номером 80301. Это пряжа Himalaya Dolphin Baby. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. И совсем немного нам понадобится пряжа красного цвета под номером 80318 для вязания сердечка рюкзачка. Это у меня начатый моток. Я вязала что-то другое, а после вязания мишки вот что у меня осталось от одного мотка. Вяжу я достаточно плотно. Но на этот раз я хочу вязать вместе с вами не плюшевой пряжей от Himalaya Dolphin Baby, а вот такой вот ворсистой пряжей от Alize Softy Plus. Расход пряжи будет почти таким же. Далее нам понадобится немного неплюшевой пряжи коричневого цвета и белого цвета. Коричневого цвета ею мы будем вышивать брови и полосочку под носиком. А белого цвета, более такая прочная, нужна для того, чтобы сделать утяжку на мордочке. Нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня это под номером 5. Крючок помощничек меньшего размера под номером 2. Маркеры для отметки новых рядов. Основной маркер у меня это вот такая неплюшевая пряжа. Мне с ней удобнее работать. И нам понадобится еще 4 маркера для отметки, для отметок убавочек на щечках. Нам понадобятся ножницы и игла с большим ушком. Ею мы будем вышивать брови, полосочку под носиком и делать утяжку на мордочке. Далее нам понадобятся глазки и носик на безопасном креплении. Вот в этом отдельном пакетике все заранее подготовила. Сейчас мы это все достанем. Итак, глазки размер 14 миллиметров, блестящие, медного цвета или оранжевый цвет. Вот. И можно и коричневый, можно и голубой, это уже на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Носик тоже на безопасном креплении черного цвета, приблизительный размер 12 на 15 миллиметров. Сама я замеряла, в магазине размеры были не указаны. И хотела еще сказать по поводу вот таких вот крышек, фиксаторов глазок. Если вам попадутся именно вот такие вот крышечки, вот такой вот непрозрачный бежевый пластик, то берите смело. Он очень легко фиксируется на глазках. А, допустим, вот такие вот глазки, то есть крышки, фиксаторы с таким вот пластиком, он немного прозрачный, они очень жесткие, с ними надо потрудиться. А вот с этими совсем легко работать. Еще нам понадобятся ленты. Маленькая красная ленточка для того, чтобы завязать записочку, чтобы она не раскрывалась. Пошире лента красного цвета, чтобы завязать бант на шее мишки. И понадобится еще вот такая вот веревочка, она прорезиненная. Вот, для того, чтобы сделать ремешки на сердечке и рюкзачке. Правда, эти ремешки можно сделать и лентой, можно вывязать цепочку из воздушных петель, можно вывязать плюшевой пряжей, не плюшевой пряжей. Это на ваше усмотрение. Я вам показываю именно то, что я использовала. Просто мне попалась на глаза вот эта вот такая вот веревочка в магазине, в турецком, где я покупаю, так как я живу в Турции. Мне она понравилась, и с ней удобно фиксировать рюкзачок на игрушке. И что нам еще понадобится для вязания такой игрушечки? Конечно же, наполнитель. У меня это холофайбер. Итак, давайте приступим к вязанию.
Перед началом вязания хочу обратиться к тем, кто не смотрел два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа». Там вы узнаете, как вязать игрушки так, чтобы они совпадали размером с моими игрушками. И второе — это вязальное видео «Шпаргалочка». Там вы узнаете много чего полезного, что пригодится при вязании этого мишки и при вязании всех остальных амигуруми игрушек. Ссылочки на эти видео я оставлю в описании под этим видео. Начнем наше вязание с вязания ручек, с вязания верхних лапок. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 8 столбик без накида. Провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Новый ряд можно отметить маркером. Да, кстати, я вам еще забыла сказать, что нам еще понадобится для украшения мишки вот такое вот сердечко, которое я фиксировала горячим клеем. Итак, следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. Это 3, 4 и 5 ряды. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд по счету 6. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Провяжем 2 петли вместе за передние стенки. И повторим такую комбинацию до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 7. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 3, 4 плюс 1 убавка. Такую комбинацию повторим еще один раз, и итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Провязали, новый ряд отметили, следующие 7 рядов с 8 по 14 включительно вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним ручку наполнителем. Наполняем только вот эту вот нижнюю часть и совсем немного наполнителя, так чтобы ручка была прям, ну вот совсем-совсем такой мягенькой-мягенькой, приятненькой. И так, чтобы она была не шариком, а вот такая вот плоская. Поэтому наполнителя используем совсем чуть-чуть. Продолжаем вязание. Маркер можно снять, он нам пока не понадобится. Далее вяжем еще один столбик без накида. Складываем наше вязание пополам и вот эти вот 2 ряда провяжем вместе 4 столбиками без накида. 1, 2, 3. И крайний столбик провяжу крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратненьким. На конце у нас остались 3 петли. Заводим крючок сначала в петли, которые находятся друг напротив друга, протягиваем рабочую нить. Далее заводим крючок в крайнюю беспарную петлю, протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Одна ручка
Верхняя лапка готова, вторую вяжем точно так же и продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Мишка. Любовь». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!